Привет. Да, ДКС у нас, так сказать, для поддержки тонуса. Вот. Чередуем стримы. ДКС также в планах. Тарков. Но насчет Таркова еще под вопросом. Вот сейчас немного поиграем в миссию, которую создавал. Тогда с вами. Ну и постараемся. Короче, один раз сыграем. Неважно вообще как. Выиграем, проиграем. Вообще без разницы. И сделаем еще что-нибудь. Начнем делать. Вот. Первая миссия, первая, говорю, это миссия, которая создавалась, это на тему атака на колонну. Вот. И что-нибудь надо, я не знаю, либо какое-нибудь там укрепление создать, либо может какие-нибудь позиции вражеские, которые надо будет короче, провести бомбардировку на них. Вот также какие-нибудь миссии создать на тему уничтожения какого-то объекта. Может даже гражданского, да. Посмотрим, в общем, как получится. Так, да, напоминаю, это все идет через редактор, и свои же миссии играем. Миссия создавалась, вот она. Прошлый раз тестирование прошло. Ну да, там, кстати, искал, как ее завершить, и нашли вариант успешный. В общем, все нормально. По поводу провала тут тоже разобрались. Но я, кстати, не протестировал, надо было еще провал посмотреть. В общем, основная задача миссии, значит, через горы добраться до колонны, нанести по ней удар, чтобы она не добралась до точки назначения, которая находится вот в этом месте. Состав колонны получается 8 единиц техники, из них 6 единиц боевая техника. Из этих 6 боевых единиц 2 боевые единицы ПВО разных типов, ЗСУ и ЗРК. Какая, в общем, миссия? Так, пока не забыл. Так, ну начнем, наверное, пролетимся, а там посмотрим. Да, музыку я пока... кстати, музыка же здесь добавлена. Показала, как музыку добавлять. Также можно озвучку добавить тем же методом. Все там же. Так, вот. Привет, игрок. Тут мы музыку добавляли. Также можно, допустим, свою озвучку добавить. И тут же текст добавить, типа как титры. И все, и будет как озвучка. Ну, ладно, это чуть позже. У меня тут... точно, топливные баки я хотел убрать. Вспомнил. Бомбы, наверное, все-таки 250-ки, наверное, возьму. 500-е слишком опасны для меня. Так, 2 ракеты 25 мл. Х-25 мл. Ну, еще можно наров загрузить. Второй самолет, что у него здесь? Пабы 250. Вот не знаю, что ему сюда добавить. Если добавить ракеты, не факт, что он будет их использовать. 29-ки. Как-то я тогда добавлял, помню. Компания Реванш. Играли-то, там тоже второй самолет был. Я ему давал эти 29-ки, он их не запускал. То есть вот он вот эти пилоны, которые были
4, 7 и так далее, они там были 25-ки, он их запускал. А эти пилоны, я вот не знаю. Ну, мы, кстати, сейчас посмотрим, бомбы будет он пускать, нет. Так, что у него? Тоже топливо убираю дополнительно. Тяжелые мы с ним, тяжелые. И все-таки, наверное, я ему добавлю ракеты воздух-земля. Тот же самый тип, как у меня. К-25 МЛ. Что у него там по весу? Так, ЛТЦ надо стопудово. И мне надо. Ну, сколько будет? Давай посмотрим. Сильно тяжелый будет. Да нет. Нормально. Если топливные баки дополнительно не брать с собой, то можно вооружение навешать побольше. Ну блин, тогда он вообще будет терминатор, блин. Офигеть. Тогда там всех уничтожат. Ну ладно, давай так сделаем. Все, достаточно. Я вот думаю, может там ППМ-ками как бы попробовать сделать маршрут такой, где лучше лететь с ботом. Но это надо самому посмотреть, где он там лучше за тобой летит. Не как попало там по горам, блин, а там надо вот именно между горами искать пути, потому что этот бот, он не вывозит высокие подъемы. Допустим, если резко надо будет влево, и там гора высокая, начинаешь, ты-то поднимешься как бы, а он нет. Он в эту гору идет. Либо попробовать высоту набрать побольше, может быть. Может быть, он будет тогда на высоте со мной лететь. Ну чё, ты готов? Вперед. Это в миссии музыка поет, играет. Это в предыдущем вот стриме показывал, как ее поставить. Чё? Дайте угадаю. Джойстик, да? Смотри, тягу мне, сука, скидывает. Я ползунок не использую на джойстике. Давай, 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 давай. Сука, взял мне до нуля и скинул. Отрыв. Как всегда, выше летишь, да? В этот раз стрим у меня на ютубе и на рутубе, если что. Да, эти игры Тарков, ДКС я могу на нескольких площадках запускать.
Все правильно, туда. Да, в этот раз у нас резерва нету горючего. Надо будет рассчитать как-то, ну не рассчитать, а быстро атаковать, но при этом результативно, чтобы еще горючки хватило вернуться назад. Вот единственное, что здесь не очень нравится, это что зеркала у него смотрят вниз, блин. Точнее, отражение снизу. Низ отражается. Мне нравится вот у Су-25Т как зеркала, они у него сзади, прям вид сзади был. Так, как бы тебя... Ну давай выше возьмем. Он там, где он? Где-то. За мной что ли прям летит? Да не, он 100 пудов на расстоянии просто где-то. Ну, ППМ-ка тащит нас. Сейчас посмотрю. Мы бы могли там пройти. Так, давай сюда. Выше возбираем. Костя, привет. Сейчас я попробую высоту набрать и все-таки пойти тем маршрутом. Что ты там успеваешь? Да, он тоже высоту набирает. Посмотрим, сможем ли мы победить. Не, я-то победить, я смогу горы облететь, а вот он, если на высоте, надеюсь, не пойдет вниз. Смотри, что идет нормально вроде. Да. Так, чуть-чуть побольше разгонимся. Состав колонны, те, кто не знает. Что там у нас? Брэдли, Абрамс, Хаммер Авенджер с ракетами ЗРКшными. Что там у нас еще? Два грузовика, это, ну, это обычные. А, подожди, стопы. Авенджер, потом Вулкан идет ЗСУ.
Вулкан — это тема на М113, этот шестиствольный пулемет. Две грузовые машины и страйкер. Скорость большая. Страйкер тоже с пулеметом. С М2, по-моему. Хороший пулемет. Если им уметь пользоваться, да? Так, ну что, вариант налево пойти, направо пойти, да? Или в гору. Но мы можем пойти, допустим, давай пойдем правее. Потому что там идет... Не, это там уже не туда идет. Я думаю, здесь будет лучше. Сюда. Блин, вот тоже, да, ППМки вот эти, которые создавал. Надо их расставлять так, чтобы тебя не в гору тащило, а между горами. Ну, тогда будет и понятно, если по ППМкам лететь по компасу вот этому. Я-то визуально лечу, я примерно направление знаю куда, да, и плюс еще вот за колонной наблюдаю. Вот. А так, если чисто по приборам лететь, если тем более сделать ночь, то тут стопудово в гору уйдешь. Такой квест, я бы сказал. Помимо как ударить по колонне, надо еще до нее добраться. Блин, горючки, зараза. 1200 с копейками, да? У него, у Грача, если без дополнительных баков, у него, по-моему, 1000, нет, подожди, 1200. Сейчас, я так понимаю, как 1400, что ли, у меня. Блять, вот эта шкала у него, не могу понять, она у него тоже как и та шкала, но тут просто у него резки-то расширенные идут уже. Его знает. Вот если та шкала будет полная, а это не будет, то останется 1200 килограмм. А вот здесь как по шкале распределяется, непонятно. 2 это тоже 200, либо это больше, блядь. А тут я вот что-то как-то не помню. Вот с резервным баком у него вот получается вот эта же шкала, которая идет слева. Сейчас вот она чуть выше двойки. Она с резервным где-то на тройке, между тройкой и четверкой. Че, вывозит боец тяготы службы? Сейчас. Тяготы горных полетов. Сейчас уже будем влево уходить. А, вот, все, горы пониже пошли. Все, уходим левее. Красивые горы, конечно. Получается, это Владикавказ. Но мы сейчас пересекаем эти скалы. Я так понимаю, дальше уже идет Грузия. Ну да.
Вот это типа граница, что ли, считается? Я не знаю. Или как? Что это, блядь? Интересно. Ладно, все. Идем. На колонну будем заходить. В прошлый раз мне выбили гидрач. Сильно выбили, но я сумел часть колонны взять на себя. Как бы хорошо, у меня второй самолет был, он мне помог. Ну, мы пополам с ним колонну разбили. Я вот единственное не понял, как он разбился. Короче, он не справился с управлением, либо он тоже был подбит и не долетел. Ну, но я сумел на базу долететь, а там уже я сгорел. Когда уже приземлился на базу уже, ну, почему-то сгорел. Хотя в прошлый раз я так же делал. У меня все нормально было. Несколько раз уже так приземлялся в таком состоянии. Не знаю. Тут недавно было обновление опять на ДКС. Вот недельку назад. Что они там обновляли? Может быть, они эту штуку убрали сейчас, которую я иногда использовал. А там больше никак не приземлиться, вот в таком состоянии, в котором я приземлялся. Шасси не работает у тебя, ни закрылки, ничего. Приходится брюхом шкаблиться. Но если ты на землю пойдешь, то он у тебя сразу на части разлетится. Вот. Что, готовимся к атаке. Так, первым буду наносить это нарами, наверное. Надо их останавливать. Потому что в движении их сложнее поражать. Нары все-таки их подавят немного, они хоть скорость замедлят. Сложность еще миссии здесь вот у меня. Потому что у меня гражданский там еще мешкает. Святой их убавил, их раньше трафик больше был. Там, допустим, колонна движется, и мимо нее еще там колонна, только уже гражданских проезжает. Постоянно мешались. Что, надо разгоняться. Тратишь еще горючку, у тебя уходит на маневры, на атаки, она очень хорошо у тебя жрет и самолет, потому что маневрировать приходится, а иначе никак. Так, ну что, мы выходим на дорогу, по которой движется колонна, она поедет сейчас навстречу к нам. Не вижу колонну.
Что-то уничтожили мы. Грузовик, походу, да? Ух ты, блядь. Нифига себе. Слушай, иди нафиг. Смотри, смотри, летит. Вот как ее обмануть, да? Без маневров. Сука, двигатель выбило левый. Минус двигатель. Эта ракета уже шла на уничтожение. Это Авенджер, ну стреляют. Что второй, давай, атакуй. Второму, атакуй ПВО. Бля, ну на одном двигателе я, конечно, далеко не улечу. Ну. Ух ты. Еще работает, смотри. Вулкан. Меня тащит в бок. Надо прямая там. В бок тащит его. Ракета прямая прям шла. Чё он там? Да? Давай, атакуй еще. Сука, все равно там Авенджер по мне заряжает постоянно. В последнее время что-то не получается его обмануть. Ракета просачивается. Скорость вообще 400. Не могу больше развить на одну. Что-то еще подожгли. Все, звезда мне. Ну, а я что сделаю? У меня высоту не набирает уже. Вулкан по мне прошелся. Что мы там поразили? Короче, техника цела. Вот этот гад по мне лупил. Это он меня обездвижил почти. Левый двигатель мне поджег, скотина. Да, это вообще невредимый. Сколько я в него запускал эти нары, ну вообще насрать, короче. Все рядом с ним, главное, горит. А ему пофиг. Да, вот такая у меня колонна, да. Миссия нелегкая. Я не говорю, что она легкая. Казалось бы, ничего сложного. В основном, как бы, колонна, да, нанести удар и все. Но она достаточно охраняется хорошо. Одна ЗСУ и одна ЗРК и все. Но... Был у нас как-то полет успешный, я хорошо нанес удар. Но я летел низко очень. Вот. Сейчас что-то я, по-моему, высоко беру высоту. Ниже, когда вот идешь, проще играть. Ну тут горы вот единственное, говорю. Горы. Надо потом быстро набирать высоту, а так в гору идешь. Так, ну ладно, я сказал, как бы миссию мы эту все равно тестировали, она работает, все. Сыграли, все, неважно какой исход. Сейчас будем создавать другую миссию уже. Не, мы эту миссию пройдем периодически, но не сегодня, не за стрим, блин. А то сейчас весь стрим уйдет опять на нее.
Так, что хотел еще я? Ну, голос также создается, кстати. Сейчас. Нужна единственная программа для записи голоса. Там еще программы, допустим, для эффекта, там радиопереговоры, чтобы сделать. Ну, это уже надо самим их искать. У меня от армы они остались. Сейчас примерно покажу, как это работает. Вот программа для записи. Раз, ну-ка, она работает. Раз. Раз. Сейчас запишу два. Что-нибудь там, что-нибудь. Блин, а у нас позывной-то есть вообще? Кто мы вообще? Игрок? Классный позывной. Сотый. Ну позывной слово там, не знаю, там Мираж, допустим, какой-нибудь там, я не знаю, да? И такое, как обычно там обращаются-то по рации. Не, ну, там в самолетах-то там полста первый, 62-й, 35-й, как слышишь, там что-нибудь такое, да, может? Да я хочу просто показать, как эта озвучка будет здесь. Блин. Не, ну то, что озвучит примерно я знаю, а вот как обозвать-то нас. Вообще без понятия. Прям мыслей нету. Кто мы, блядь. Короче. Срочно вылетайте, нужна ваша помощь. Я уже забыл. Вот я раньше к этому вообще прям серьезно относился. Сейчас что-то уже так отвык от этого. Даже сформулирую. Надо же что-нибудь такое. Ну, ладно, сейчас. Мираж, срочно вылетайте. Колонна подходит. Блять. Мираж, срочно вылетайте. Колонна подходит к точке назначения. Нет, это неправильно. Хуйня какая-то. Так, сейчас подожди. Блин, я тебе говорю, это надо еще... Это в тексте, короче, пишешь. Примерно сформулируешь текст правильный. Потом еще озвучить надо. Такая тема. Сейчас я сделаю. У меня почему-то сразу идея такая возникла. Позывной Мираж. Мираж. Помните, группа Мираж была?
Мираж. Блин. Блин, нет, не так. Блин, я сейчас на этом время еще потеряю, короче. Так. Так, ну, короче, как-то так. Все, я сейчас в этом уже не фантазер, как, может, когда-то что-то мог придумать. Сейчас пару озвучек сделаю и добавим, посмотрим, как оно. Я просто покажу, как оно там воспроизводится и как лучше делать это, чтобы оно работало не сразу, две озвучки срабатывало, а таймер между ними, допустим, одна фраза, вторая фраза и текст. Вот. Что я для этого сделал? Я создал документ, ну, допустим, Word, да, вот документ там. Написал пару текстов, что в голову пришло, и все. И сейчас вот эти фразы просто озвучу. Ну и все, и потом сделаю как радиопереговоры и добавим в игру. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения, времени ограничено. Допустим, первая фраза. Время ограничено, времени ограничено. Ну, пускай как раз. Так, одна фраза есть. Сейчас ее проиграю. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне... Озвучка, конечно. У меня микрофон еще под стрим настроен, а не под запись. Так, ну ладно, пойдет. Главное с громкостью не переборщить. Я даже, кстати, вот смотрите, как я могу делать. Мираж, срочно вылетай. Могу так даже сделать. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Можно так. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Можно так. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Короче, можно даже тон добавить какой. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Такая вот тема. Так, ладно. Сейчас я сохранюсь. Я вот думаю, миссию... Нет, миссию не надо пока сохранять. Радиоэффекты создаются с помощью всяких разных программ, смотря какую. Есть вот программа, допустим, Fail Studio, где музыку люди создают. Там тоже можно радиопереговоры создать и все. Это уже как бы уже ваша фантазия, как хотите. Так, следующая фраза. Это мираж вас, блин, ну тут у меня, говорю, интонация одна и та же. Это я, блядь, один сразу. И когда люди разные озвучивают, у них разные, конечно. Сейчас, секунду, меня тут отвлекают.
Так, все, ребят, я здесь извиняюсь, тут просто по работе надо. Так, давайте фразу еще сделаем. Это Мираж, вас понял, работаем. Все, этого достаточно. Ну, у меня были миссии, когда-то создавал в армии 3. Я первое время людей не брал туда, не напрягал. Старался как-то, не хотел задачить кого-то или что, быстро сам все делал. Ну да, маленько мухлевал я в плане озвучки. Допустим, ну сейчас я озвучу на равном, могу просто там подыграть, что-нибудь такое сделать, и тон добавить, и все, и как будто другой тип. Не, некоторые, те, вот, кто запомнил мой голос хорошо, они уже, о, да ты что, один все голоса озвучиваешь, как бы. А есть люди, вот, которые не знали, они как бы вообще им похер было. Так, ну, на данный момент тут 2 фразы сделал я. Ну-ка, здесь сейчас посмотрим. Это Мираж, вас понял, работаем. Блять, самому смешной голос такой. Это Мираж, вас понял, работаем. Как будто уже это... Ну, это голос постарше моего даже уже будет. Стопудово. Так, все, 2 голоса готово. Надо чуть... Да, когда радиопереговоры делаешь, надо громче делать, потому что это радиопереговоры. Рация же она шумит постоянно. Фразу надо делать громче. То есть не просто ты разговор там какой-то записываешь, да? Так, ну что, 2 фразы я сделал. Так, текст надо будет добавить тоже сейчас туда. Угу. Ну и все, сейчас давай в игре их проиграем. Посмотрим, как они работать будут. Вообще фразы. А потом добавим эффекты. Точно, надо будет сейчас их проиграть же. Также добавляется, ну я не знаю у кого где ДКС. Ну, вообще через Windows туда заходишь, я так понял, в эту папку. Можно даже через Total Commander. Короче, через диск, где Windows установлен, находишь пользователя, ищешь свой профиль Windows и находишь сохраненные игры. Туда заходишь, папка ДКС идет, и миссию находишь. Ну, ты ищешь свою миссию. Почему изначально папку создал для миссии? Потому что файлы туда складывать. Вот, желательно бы, конечно, чтобы папки были. Вот, допустим, миссию открываешь. И вот здесь у меня все по папкам. То есть каждая миссия, у каждой миссии папка. Обязательно надо папку создавать. Вот эта миссия, вот. Вот тут ее отдельная папка. Потому что потом путаться придется. Ну, если накосячишь. Ну, как бы накидаешь все в хлам, блядь. Так, сейчас я создам папку специальную еще в этой миссии под папку. Под звуки саунд называется. Принцип тот же, как и в армии. В редакторе тоже папки создаешь. Главное потом путь. Не путь, а звук именно активируется этой папкой. Так, значит, музыку сюда добавим и фразы. Все, теперь еще раз загружу миссию. Вот она, папка Sound уже виднеется, да, в игре. Где я тут музыку брал? Вот здесь звук 7. Вот здесь он как бы написан файл, что он, но на самом деле файл уже в другой папке. То есть надо к нему вот так вот, оп, и все. Я не знаю, но может он его так находит, без понятия. Ну, короче, здесь вот он почему-то путь к нему не показывает. У него уже папка другая. Так, теперь как добавить звуки? Ну, тут надо сделать так, что музыка, вот, допустим, как-то будет не очень, да, музыка и звуки. То есть музыка играет и озвучка. Надо сделать так, что музыка, допустим, сработала после озвучки. А если до, то тогда ее вырубать надо будет. Поэтому предлагаю такой вариант создать. Так, музыку, допустим, задержку сделать. Сколько вот там фразы будет, допустим. Все зависит от фраз.
сколько они будут срабатывать. Сколько, вот, допустим, одна фраза может там 20 секунд, другая 30 секунд. Вот, надо, чтобы они проиграли, потом вот в этой задержке это время указать. То есть через это время срабатывает музыка. То есть можно так это сделать. Здесь я уже ничего не смогу сделать, как бы, ну, если озвучку хочу добавить, то есть здесь уже ничего не делаешь. Музыку, получается, переносишь ниже чуть. Так, создаю тогда еще один триггер, который будет до музыки. Вот, создаю тут правила, какие в основном в начале. По идее, можно никакие. Так, ну просто, допустим, объект жив. Кто там? Я. Ну я же на базе живой. Вначале появлюсь, я же не умру сразу. Так, а у нас, подожди, а в привет игрок. Объект в зоне, вот, да? Ну, можно объект в зоне сделать. Давай в зоне сделаем. Ракета в зоне. Ну да. Почему бы и нет? Вот, объект в зоне базы, хорошо. Также текст тем срабатывает секунд. А, он 30 секунд работает, да? Так, но он нам не помешает, по идее. Я вот единственное сейчас думаю, вот эта озвучка с текстом. Она же вверху все высвечивается. Блин. Где же нету титров, да? Тогда придется нам делать без текста. Потому что будет что попало. Будет фраза, допустим, играть и текст вверху, как подсказка. Здесь нету титров. Титры, субтитры, я правильно так. Субтитры это те, которые вот на экране снизу отображаются. Допустим, персонаж говорит, отображаются субтитры. Здесь нету этого. То есть здесь в основном как подсказка идет. Все только справа текст. Поэтому уже не вариант, да? Ну, ладно. Ну и все, здесь вот создаю фразу. Так, звук. Звук всем. То же самое, вот. Звук всем. Находим файл. Первый голос, допустим. Задержка. Сколько там? Смотрю здесь вот текст тем. Задержка 5. Чтобы не получилось, что и то сработало. Если здесь 5, значит там примерно время рассчитываешь, чтобы вот эта тема проиграла. И следующую делаешь вот эту. Давай, пускай будет через 10 секунд где-то сработает фраза вот эта. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Времени. Такая вот, короче, тема. Вот, это первая фраза. Затем создаем клон. Это уже триггеры. То же самое условие. Вот, только фраза меняется. Допустим, фраза 2. Вот, при этом, как посмотреть время, сколько надо той фразе проиграть. Так, ну, сам звук посмотреть, сколько продолжительность этого звука, и все в сам файл. Я же смотрю, сколько у него продолжительность. Меньше 2,5. Короче, между 2 и 2,5 секунд. Где-то 2,2. Ну, пускай будет 2,5. Допустим. То есть здесь, допустим, 10 секунд. Задержка идет. Фраза срабатывает. Ну, где-то через секунд 15. Даже, ладно, пускай 18, я могу уже проиграть эту фразу. Это Мираж, вас понял, работаем. То есть вот так. Вот. И чтобы дальше музыка сыграла после всей этой озвучки, рассчитываем время. Здесь уже не 10. Смотрим вторая фраза. Сколько ей надо?
Блин, не, пацаны, неправильно. Первая фраза 5 секунд аж работает. Ты, блядь, вторую посмотрел. Нифига там, нормально. Так, 5 секунд. То есть вот эту тему надо запускать где-то на 20. Пускай где-то 22 будет, да? Вот, а вот музыку уже прибавляем к этим, ну где-то на 25 секунд. Короче, вот эти таймеры, они очень важны. Здесь нужны таймеры. Это вот эти задержки, то есть не сразу, чтобы срабатывал твой звук, а через какое-то время. Ну, пускай, допустим, 25. Все, готово. Сейчас мы проиграем, посмотрим, если все нормально работает, потом можем еще перепроверить. Ну, там уже можно будет изменить эти звуки на радиоэффект, добавить. Все, вперед. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения, времени ограничено. Это Мираж, вас понял, работаю. Фу, блядь, микрофон вырубил или лякую. Классно вырубил. Короче, звук погромче сейчас сделаю. И еще одну тему сделаю. Сейчас, секунду. Тут сейчас я их маленько погромче сделаю. Блин, даже не знаю, насколько. Ну, на плюс 5 тогда добавлю. Главное, чтобы они не изуродовались. Это дело такое. Обычно, когда вот тон добавляю в программе, если ты громче делаешь, они прям стрёмными становятся. То есть без тона, да, легко там звук добавил, все. Громче сделал. Так, сюда пока не буду. Да ты задолбала, блядь. Что ты разворачиваешься-то постоянно? Экран в игре, я имею в виду. Так. Блять, а я... А, вот, все, вспомнил. Где у меня программа? Надо сейчас это... Эффект шипения добавить. Я даже не знаю, какой сделать. Я вообще забыл, как это делать уже, блин. Давно сам не делал. Блин.
Где эта хрень? Так, подождите, тут секретный материал. Я имею в виду, что это для того, чтобы арму Reforged запускать. Так, сейчас. Файлы не туда поместил ее. Да все знают про это уже. Просто это пиарить нельзя. Так, сейчас звуки сюда перекину. Программу и... Да, я давно уже этой программой пользуюсь. Мне она нравится больше всех. Эффекты сам добавлял когда-то. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Время не ограничено. Блять, а я не помню, как... Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Время не ограничено. Пойдет. Ну, одна уже и есть. Сейчас ее сохраню. Ну, я в этой программе, короче, заморочился, создал себе просто образцы всяких разных переговоров. Но опять же, так, где-то сильно шипит, где-то слабо шипит, короче, так. Также здесь нужен плагин, конечно, найти на формат OGG, который игры... Ну, допустим, DKS этот формат читает, Arma читает этот формат. Так, одна фраза готова. Сейчас ее пересохраню туда и все. Угу. Давай вторую сделаем. Так, это не надо. Вторая фраза. Это Мираж, вас понял, работали. Не, сейчас, конечно, связь уже более современнее, наверное, там более четче все слышно. Так это какое время-то я делал? Это миссия еще на тему там типа Чечни, Афгана, там-то связи вообще было херня, вообще не слышно было. То есть еще для этого было. Так, все, вот эту фразу я пересохраняю. Все, пойдем в игру. Сейчас эти фразы добавлю в папку миссии и все. Ну вот примерно так. Записал голос, сохранил в формат OGG, затем добавил какие-то эффекты. Сейчас очень много программ. Кому-то проще там, не знаю, самому через какой-то там редактор, да, что-то добавить. Кто-то круче может сделать. Это я так показал просто примерно, да. Вот и смотрели, да, кто играет в ДКС не первый раз, миссии с компанией вот Реванш, вот эти играли, там звук переговоры-то ля-ля-ля-ля-ля идут. Ну, они вот так и работают, принцип тот же. Ничего сложного. Просто голоса у людей разные, и все, и озвучка добавлена. Как видите, добавлять озвучку здесь не сложно. Главное, чтобы файл был, и все. Ну и привязать. Ну и таймеры расставить, и все, ничего сложного. Так, сейчас я их добавлю, файлы, и все.
Все, голоса готовы. Перезагружу. Сейчас перепроверю. Так, первый голос. Фраза 1 совпадает. Так, не, подожди. Вот так лучше сделать. Да, ну все нормально. Чего? Не могу сохранить файл. Почему? Что не так? Так, ребят, сейчас, секунду. А что не так? Почему не можешь сохранить? Ну-ка, вот так. Не знаю. Сохранил же? Подожди, что за глюк? И такое бывает. Главное понять, в чем дело. Ну и что не так? Прикольно. Смотри. Есть миссия, запускаю. Ну и что, не могу сохранить файл. А нахера мне его сохранять? Я же его не сохраняю, я просто хочу поиграть. Чё-то как-то хрень. Слушай, надо сейчас игру перезапустить. Так, давай перезапустим. Не надо ничего сохранить. Он мне это ёбу дал, походу. Сейчас еще эти фразы переделаю. Заново их запущу. Всего лишь звуки добавили, да, он уже ёбу дает. Этот редактор, они вроде он нормально работал, все, потом какую-то херню понатворили, эти обновлятели, или как их правильно, эти обслуживатели, ну, техподдержка, как их правильно назвать-то, эти, кто пытается что-то добавить или убрать. Да знаете, напоминает, вот тот же игру вот мы играем, Escape from Tarkov, тот же самый эффект. Вот вроде и заходишь, играешь, все ништяк. Потом, блядь, патчи смотришь, уже что-то сломалось. Вот то, что тебе нравилось, оно уже не работает. Зато что-то другое появилось. Привет, привет. Будет тоже залупаться. Я говорю, редактор ёбу дал. Я думаю, странно, вроде ничего такого не писал. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения, времени ограничено. А что, обычные голоса? Так, стопы. Даже там другие. Или это так в игре шипение слышно, что ли? Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения. Что, еще громче сделать? Блин, ну это будет уродский голос. Давай сделаем. Самолет шумит сильно, звучку не слыхать. Ну тут да, тут уже вот эта тема, это отдельно начинаешь вот, со озвучкой в плане там звука.
Мозги компасируют себе. Самолет шумный. Можно сам самолет убавить в игре, я имею в виду звук. Так, все, ребят, я все вроде. Сейчас еще раз посмотрим. Ну, я вам показал принцип, как голос забавлять. Там уже сами настраивайтесь, кому что надо. Тут со звуком надо играть часто. Выше, ниже делать. Короче, мозгочпоканье еще то. У меня вот звук тут для игры, а у кого-то может чисто будет для редактора. Там чисто чуть-чуть эффекты добавят, музыку там, все. Громкости я имею в виду. Самолеты можно? Давайте самолет уберем. Где он? Ну вот в кабине, допустим, да? Брал немного и все. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения, времени ограничено. Что-то шипение вообще не слышно. Такое ощущение, как будто он старые файлы, да, проигрывает? Это Мираж, вас понял, работаем. А где эффекты-то, блин? Вы же вот слышите эффекты, смотрите. Вот, я же вам запускаю, вы слышите же шипение? Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне... Где вот это-то, я не понял. Так, ладно, хорошо. Попробуем по-другому. Попробуем название файла поменять. И переоткрыть эти файлы в триггерах. Может, дело в этом. Сейчас это все. Ну-ка, может этот... Да, вот видите, он. Вот я сейчас файл переименовал, а он его даже не видит. Сейчас другое название, он старый запускает. Где он его берет? Без понятия, где он его сохраняет, если я его уже удалил. Вот названия другие сейчас уже. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне... Во. Ну, скорее всего, он просто старые файлы где-то. Где он их, блядь, сохраняет, непонятно. Это Мираж, вас понял. Ну вот, теперь другое дело. Я смотрю, что-то не то, думаю, странно, вроде эффекты уже нанес. Блин, почему здесь титры нельзя вот сделать? Еще бы титры можно было. Ну, симулятор, что хотите, блядь, симулятор от симулятора. Благо здесь вообще можно создавать что-то. Мираж, срочно вылетайте. Цели в зоне поражения, времени ограничено. Это Мираж, вас понял, работаем. Вот видите, между фразами вот эту паузу, ее надо тоже угадывать. Это тоже гемор. Я вот вроде как бы секунды-то посмотрел, там все, но все равно какая-то пауза. Вот она расстеливается так вот. Ну вот сколько здесь? Подожди, в смысле 22? Я же здесь менял. Какого нахер 22? Так, ну было где-то... Ладно, давай 18 сделаем. Все, сейчас еще вот эту тему проверим. Не, ну я для себя тоже практикуюсь в этом редакторе. Как бы я осваивать его когда начал-то недавно, по идее. Он не сильно отличается от Arma 3. По-моему, тоже чем-то схожий. Ну, в плане событий. Вылетайте. Цели в зоне поражения, времени ограничено. Это Мираж, вас понял, работаем. Ну, как-то так. И сейчас музыка должна заиграть. Ну и все, и мы взлетаем. Такая вот тема, короче. Чтобы вот так было, как бы, чтобы не сработал звук на звуке, музыка на звуках. Или, допустим, музыка сработает у вас, переговоры сработают. Чтобы вот такой херни не было. Достаточно, говорю, вот эти таймеры. Вот они идут. Задержка это называется нашим языком. То есть,
Что такое вот эта секунда? Секунда, это значит, вот оно сработало, табличка, подсказка, и вот она эти 30 секунд будет висеть у тебя на экране. Вот, это вот эти 30 секунд. То есть вот у нас сработало там: привет, летчик, срочно вылетайте. И вот 30 секунд она будет висеть. Через 30 секунд исчезнет. А задержка это другое. Задержка это вот тут именно тема такая. Срабатывает, допустим, тебе надо, чтобы сработал звук, и он сработает не сразу, а сработает вот именно какое время здесь ты укажешь. Вот здесь стоит 5 секунд, значит через 5 секунд. Вот, и вот эта задержка, она и есть переключение между событиями, которые вот у меня сейчас. То есть, привет, игрок, ты. Потом с задержкой там определенное время, 10 секунд, срабатывает первая фраза. Я рассчитал продолжительность ее и добавил ее сюда, прибавил. Вот. В итоге все 8 секунд где-то. Короче, все в итоге после предыдущих триггеров все в общем 18 секунд. И через 18 секунд срабатывает уже другой. Ну, то есть вот такая тема, так это работает. Ну, ладно, суть понятна. Все, музыку я показал, как озвучку показал, как. Пойдем дальше. Создать новую миссию. Холодная война 1971. Современность. Да похер. Так. Есть вот Марианы даже, вот. Кстати, могу карту показать. Это вот дополнительная загружается штука, когда, ну, она побольше будет игра весить. Тропические острова здесь в игре. Не знаю, мне понравилась карта, кстати. Очень классно, атмосферно смотрится с высоты. У меня даже миссия здесь. Даже, я бы сказал, не миссия, а компанию я здесь начинал. Ну, что-то пока завершил. Сейчас я запущу. Такая вот штука. Это, кстати, первая миссия была, предыстория создана даже. Облет. Нет, она бесплатная. Карта это. Здесь у нее несколько островов. Вот эти самые большие два, эти вот поменьше идут. Красивая карта, мне понравилась. Не знаю. Здесь вот. Здесь можно что-нибудь делать. Тропические события, там катера, допустим, уничтожать, там корабли. Ну, что там в море обычно происходит, где острова. Бандитов подавлять. Ну, сейчас покажу. Давай запустим. Где самолет используется Су-25СМ. Да, компания планировалась крылья помощи. Вот. Ситуация, значит, такая была. Август 19 год. На этих островах произошел конфликт оппозиции, который пытается убрать нынешнюю власть. Ну, это как это нас сейчас вот... Ладно, не будем в это подробности вдаваться. Ой, я часы не считаю. Ну, там по стримам, наверное, можно посмотреть. Да я вообще не на Грачи именно. Я сначала на Су-25Т летал. А Грач, ну я... В прошлом году я летать начал. В 25-м. Не помню в какой месяц. Короче, до этого года. В 25-м. В конце 25-го года. Я его осваивать начал. Ну, меня учили, я как бы не сам летал. Я в этот попал там. Ребята, у них полк свой. Сами летают. Ну, немного меня объяснили, как что. Приборы, все, и полетел. Джойстик еще дождался. Вот. Вообще нормально. Сейчас вот на нем более-менее летаю. Так что... Сам я не знаю. Самому, наверное, тоже можно научиться. Ну, тут видишь, там, допустим, на Су-25Т, там у тебя на ELC все отображается, большая часть, а здесь тебе надо самому все вырубать. Так, происходит радикальный захват, Суть, значит, вы один из опытных летчиков. Ваша задача строгой секретности оказать поддержку армии в регионе, пока летный состав этой страны проходит обучение. Ну, так вот, короче. Типа у них нет опытных летчиков. А, вот он, кстати, автор миссии даже тут. Я тут картинки даже добавлял, учился, по-моему. Да, тут даже вот, типа брифинг есть. Сам тут пытался что-то нарисовать.
База, вот база отмечена. Это вот наша база, это вот направление, откуда мы взлетаем. Вообще, это типа, где база расположена, на каком острове. Патрули, это вот типа катера у нас тут патрулируют. А район для наблюдения, то есть мне надо вылететь, вот, допустим, с базы, провести наблюдение вокруг этого острова. Вот. И даже вот разрисовал, как ППМки здесь идут. То есть, получается, взлетаешь и пошел вот направление твоего движения. Так облетаешь этот остров и возвращаешься на базу. То есть, так вот все было сделано. Провести разведку с воздуха. От ППМ-3 до ППМ-7. Что такое ППМ? Это маршрутные точки. Здесь вот, да, это в игре важно. Выполнить доклад базе. Выполнение после наблюдения доклада, выполнение задач, следовать ППМ-7 и вернуться на базу. Короче, чистая разведка такая. Давай посмотрим карту. На ней тоже можно миссии делать. Вполне мне понравилось. Там города такие красивые сверху, когда на них смотришь. Я бы даже сказал, нам даже более атмосфернее выглядят, чем предыдущая карта. Я бы, знаете, хотел бы, наверное, такие вот города, как здесь. Но карту только без воды. Вот это было бы классно. Но она требовательная. У меня ролик даже есть, по-моему, на канале. Я записывал. Аэродром. Летайте на разведку, не забудьте про доклад. Здесь вот у нас летает самолет Ил-39, Ил-39, вертолет Крокодил летит, патрулирует, 3 катера плавают. Вот. А врага здесь, да, здесь даже если есть враг, мы его не видим, он здесь спрятан. Мне понравился самолет. Тезка, кстати, делал его. Тоже автор Алексей создавал этот самолет. Ну, все, что он мог, то сделал. Все, что можно сделать в этой игре, наверное. Потому что некоторые детали, как он объяснил, они не работают из-за того, что игра не позволяет уже. Вот. Ну, вполне современный, хороший самолет. Нет, я вот не знаю, кстати, он, по-моему, на граче работает. Да, чисто отдельно грач берешь и все. Наверное, так. А я не знаю, он самостоятельно работает, нет. Ну, я его начал использовать, вот этот самолет, тогда, когда у меня грач. Вот, мне грач подарили тоже. И потом самолет, об этом самолете я узнал. А я же, видишь, был поклонник самолета Су-25Т, но он мне уже поднадоел, как старый. И тут, бац, вот тебе предлагают вариант. Самолет, типа, есть такой-такой. Я говорю, да, нифига себе. Почему бы нет? Ну, я его сейчас в воздухе просто сделаю. Сейчас взлетать. Допустим, ППМ, да? Надо сохранить. Единственное, у меня там триггеры всякие, они сейчас, наверное, собьются. Там рассчитано на то, что ты взлетишь сам. Звука нет. Я убирал. Здесь уже вот и ЛС, конечно, летай, кайфуй. Так. Сейчас я над картой пролечу, просто покажу вам карту и все. Ну, будете знать, надо вам качать, не надо. Она бесплатная карта. Ну, это вот наш остров. Здесь ничего особо нету. Здесь только аэродром. Так, а вот у них город, у них остров, по-моему, там. Да, здесь вроде как бы на карте смотришь, расстояние между островами небольшие, а на самом деле визуально его не видишь. Самолет, да, кликабельный. Я клик убрал. Это как его сейчас? Вот он. Но здесь, я так понимаю, вот эту тему можешь кликабельнуть.
Не знаю, я не кликабель, это не... Это... Мне нравится на кнопках управлять. Я уже привык. Единственное, вот не знаю... ну здесь пилота нету у нас. Короче, суть как у Су-25Т, тоже пилота нету. Только этот самолет по современнее. Я бы, знаете, даже бы сказал так. Это, короче, грач тот же. Только с оборудованием, как у Су-25Т. У него маневренность, как у грача. А оборудование посовременнее, правда, но похоже, как у Су-25Т. Я вот как раз думал, где такой самолет бы. И вот он появился. Единственное, у Су-25Т еще эти есть. А, кстати, Л-39 меня прикрывать будет, он вылетел за мной. Его задача стоит на прикрытии. Разведку проходя. Кстати, здесь рассчитано так, что ты разведку будешь проводить не вот так вот, а вот так вот. Надо вот так сделать. Оп. Вот так разведку будешь проводить. Забыл управление. Софт. Это оборудование называется софт. Там шквал называется, здесь софт. Софт 25. Или, подожди, солт. Софт. Я долечу до острова. Но это капец долго лететь. Ладно, давай тяги добавим. А вон вижу карту. Вижу остров. Да, далеко он, правда, так. Кира 830. Очень маневренный самолет, мне нравится. Ну, опять же, у меня же вооружения нет. Если ему сейчас понавешать, то не факт, что он прям будет так маневрировать. Но как грач летать будет. Конечно, после грача-то что в таком не летать-то, да? Все у тебя в циферках отображается, а там все в часиках. Здесь, кстати, тоже часики. Все равно будешь больше смотреть на стекло, да? Там вот прям в часики надо смотреть. Вот тут уже при обнаружении любой подозрительной активности немедленно выполнить доклад штаба за работу, товарищ офицер. Здесь уже сам ищешь всех, кого тебе бы найти. Аэродромы проверяешь. Правда, я сейчас далеко. Вон, видите, уже технику вижу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Уже что-то есть. Но это не значит, мне ее сейчас уничтожать надо. Мне надо здесь провести обнаружение. Блин, я вот, кстати, не помню, я голову ломал. Как это обнаружение провести. Ну, условия для миссии, это же надо тоже. Сейчас посмотрим здесь, кстати, это условие. Тоже его изучим. Вспомню, как я делал. Такие вот здесь аэродромы здоровые, офигеть, да? Здесь можно целый, вон уже работает кто-то. Здесь можно целые базы. А, нет, здесь, знаете, принцип, как я вспомнил, принцип обнаружения. Просто пролетаешь по ППМ-кам и все, возвращайся домой и докладываешь, что так и так враг здесь, и все. Там уже нам задачу следующую, скорее всего, ну, как я думал, боевую дают, что-то надо уничтожить будет. Вот, в этой кампании я хотел делать уничтожение вражеских объектов. Вот они, эти города идут. Это прям дома, это не нарисовано. Это каждый дом. Карта требовательная. Сейчас я... Да, сейчас я высоту сниму. Скорость большая, надо будет это... Да. Карта, да, красивая. Может, из-за этого только тоже я хотел использовать. Она, кстати, оптимизирована, я вам так скажу. Она требует, но она оптимизирована по сравнению с основной картой. Пожалуйста. Красивая, да, карта? Поэтому, если есть место, конечно, устанавливайте. Она бесплатная. Ну, и здесь можно миссии делать. Если вам надоело, допустим, что-нибудь... Ну как, если уже надоело на одной и той же земле воевать постоянно, вон в тропиках, пожалуйста. Стреляйте, летайте, почему бы и нет. Здесь вот вообще что это такое? Какой-то... Нифига себе, это квартал такой большой. Дома такие. Знаете, как будто где-то в Африке, блин. Ну, суть понятна. Вот он, аэродром. Не потянет, думаешь, что карта? Конечно, посмотрю, сколько у меня. У меня... Я специально снижусь. У меня было 150 сейчас кадров. Я же специально снижусь, посмотрю. У меня... Здесь видеокарта просто нужна, и все требовательно. Но если, конечно, такая графика стоит. А так... Ну вот сейчас лечу. 90 здесь. 90, 80. Ну она прыгает, блядь. До 80. От 80 и до 100 выше. Если выше поднимаюсь, то 150. Вот сейчас снизился 82, 89. Как-то FPS скочит здесь тоже. Ну, значит, ни хрена она не оптимизирована здесь. Это мне просто кажется. Требовательно, да. Ладно. Что там время? Пойдем. Еще сбацаем. А то сейчас все в полет убьет. Надо миссию еще создать, чтобы 2 миссии было, а потом уже хоп-хоп в следующий ДКС уже полеты поделать. Какие-нибудь боевые сделать. Колонну эту наконец-то пройти успешно, то уже надоело фигней страдать. Так, создать. Вы действительно хотите создать новую миссию? Конечно. Только не здесь. Вот можно почитать, что это за карта, которая вот основная.
Кавказ. Восточное побережье Черного моря, в состав которого входят территории России, Грузии и Турции. От Тамани на западе до Тбилиси на востоке, от Краснодара на севере до Батуми на юге. А в этом районе располагается множество населенных пунктов, коммуникаций, авиабаз. Авиабазы расположены близ городов. И тут перечисления какие идут. Анапа, Крымск, Новороссийск, Геленджик, Краснодар, Майкоп, Сочи, Минеральные воды, Нальчик, Моздок, Беслан. И вот пошло. Даута, Сухуми, Абхазия, Батуми, Кубулети, Аджария, Сенаки, Кутаиси, Тбилиси, Грузия. Описание идет. Короче. А Марианы тут на английском языке. Что за Марианы? Сейчас попробую перевести. Ну, правда, не идеальный переводчик. Но так хотя бы смысл понять, о чем. Карта Мариана островов сосредоточена над основными базами ВВС и ВМС США в северной части Тихого океана и охватывает зону, пригодную для полетов площадью 1000 квадратных километров. Ну, если полностью интересоваться историей этой карты, то это Соединенные Штаты, типа как. Ну, а так из этой карты можно сделать любую тропическую. Ну, просто для игры, я имею в виду. Да, она типа как это. Вот, подожди. Карта подходит как для реалистичных военно-морских миссий в Филиппинском море, так и для вымышленных многопользовательских сражений. Смотрите, я так понял суть в чем. Есть Кавказ. Это для самолетов, допустим, красной стороны. Для грачей. Все. Есть Филиппины вот эти. Это для F. Вот. Ну, F у нас и на Кавказе, я смотрю, здесь вот в миссиях используют, да? А так, по идее, я так понял, это вот это для F-ок, А-10, а это для Су-25, наверное, так. Но опять же, там же Грузия, она же как НАТО, поэтому там тоже эти самолеты можно использовать, да? Не, ну Кавказ туда. Кавказ, да. Тут там вот, где я вот сейчас летел, колонна атаковала, я ту территорию еще не знаю, я там особо не играл. Это вот территория Грузии. Вот он у них аэродром здесь, Тбилиси. То есть в основном события все происходят где-нибудь здесь всегда. А на самом деле тут еще вот есть участок, да? Вот хватает всего. Ну что, первая миссия была вот Моздок. С Беслана я вылетал. И атаковали здесь колонну. Сейчас можно, допустим, вылететь. С Нальчика можно вылететь. И нанести удары где-нибудь здесь. С Халтуба. Но опять же, надо победить горы. Короче, здесь везде горы. Жопа. Кого от Геленджика? Чем бы знать, где он, блин. Вот. Знаменитая дача. Так здесь аэродром Геленджик, а где? Да какая дача? Не знаю. Вот он сам аэродром. Вот Новороссийск. Вот он. О, нифига, тут даже Анапа вот есть здесь. Я так понимаю, если выше брать, там уже
У нас идет... Подожди, а где Крым-то вообще? Он выше идет же, да, по-моему? Ага, да нет, тут она навряд ли. Игра-то создавалась в каком году-то еще? Ты думаешь, его бы там отметили? А это же все-таки игра. Сейчас. Сейчас. Блин, хожу, у меня трекер включен, прикольно. Забываю все его вырубать. Ну что, особо много не сделаем, конечно. Так, посмотрим, что тут можно. Ну, понятно, самолет на базе поставить несложно. Это все ракеты ему подвесить, все это фигня. Это уже каждый может. Кстати, да, покажу еще раз, потому что я посмотрел тогда запись немного свою. Аватар мой мешает. Где все основное ставится, просто покажу. А тут там вроде объяснял, смотрю, у меня вебкой закрыто все. Вот здесь вся настройка идет основная. Идет оно даже все по порядку идет. То есть вот описание сразу. Допустим. Ситуация в общем, да, какая. Задача для красных, потому что бывает же сторона, допустим, игра PvP, да, синие и красные. У этих своя задача, у этих своя. Ну, я вот в основном делаю миссии всегда за красную сторону, значит, я пишу задание для красных, да, вот, и общая ситуация, все. Здесь вот можно изображение брифинга добавить даже, свои картинки там, вот, кстати, вот я показывал предыдущую тропики миссии-то, сюда картинки добавляются, да, вот, свои картинки, формат, не помню, сейчас, подождите, глянем. Сейчас скажу, что там за формат и какое разрешение какое. Я тоже тогда гадал. Ну, вроде угадал, не знаю. Так, вот. Картинки, значит. Формат JPG читает. Ну... Слушай, а походу пофиг здесь вообще. По размеру... В плане там квадратный, треугольный, вообще без разницы, он все подряд видит. Это классно. Я смотрю, они у меня прямоугольные, квадратные. Вот изображение брифинга, это для синей стороны. Вот, допустим, мы сыграем за красных, сюда добавляешь всю эту тему, и все, вот. Раз картинка, два картинка, три картинка, четыре. А тот, как я вот открывал брифинг-то там у меня. Раз, два, три, четыре, вот так было. Несколько картинок. Максимум, я так понимаю, здесь... Ну, здесь дофига можно сделать. Смотри, он стрелка даже идет. На 17 километров левее от Геленджика. Но это недалеко. Там нету у него. Я не знаю. Там здесь каждые 10 километров. Карта-то она нифига здесь здоровая. Тут 10 километров они хорошо прям... Это, их даже не заметишь, короче. Она здоровая карта здесь. Здесь расстояние 500 километров даже летать можно.
Я как-то аэродром выставлял себе другой, смотрю, нифига, самолет показывает 500 метров, 520 расстояние до него. Карта здоровая. Для игры, я считаю. Так, ну вот здесь как бы название все сделали, да, здесь погодку настроили, там дату, вот вообще без разницы. Ветер даже можете создать, вот тут прям 10 500 метров, 2000 это высота. Ну, допустим, 1 метр в секунду, чем выше, тем ветер больше, да, там как-нибудь придумал направление ветра, погоду. Тут вот я пытался пресет загрузить как-то к зиме, зимнюю, когда миссию делал. И как-то так мне повезло, получилось. Я потом заметил, реально метель прям снежная была в полете. Я первый раз ее увидел. Но она у меня недолго не получалась, а потом вдруг заработала. Все, ну, с этим все ясно. Так вот, я вообще что хотел показать-то еще. Техника ставится. Тут их 4 типа. Наземка, корабль, вертолет, авиация. Вот. И, кстати, пехота относится к танкам тоже. То есть, если здесь солдатик не нарисован, это не значит, что здесь нету его. Вот. В основном самолет ставится. Вот я ставил его. Нажимал самолет. Выбирал сторону. Здесь без разницы, кого, если ты игрока хочешь поставить. Все, самолет располагаешь, допустим, здесь. Оп, игрока ставишь. И тут уже можешь самолет настраивать. Чтобы сделать второй самолет, если ты хочешь, допустим, чтобы с тобой летал еще летчик. Вот здесь это делается. Стрелку нажимаешь еще. Хоп, и вас уже 2. Вот. Бывает такое, что самолет в самолете значок, и ты не обратишься к нему от тыканием просто. Делается элементарно. Уже не вот здесь, а вот здесь. Вот я сейчас обратился к себе, к своему самолету. Если мне надо обратиться ко второму, я вот просто нажимаю второй вот. Все, и могу его настраивать. То есть такая система. Потому что вот мы, допустим, если сделаем вот так. Самолетика нету. Где вот второй самолетик? Ты уже к нему не обратишься. Нажимаешь на него. И вот свой самолет настроил. И сюда, и вот настраиваешь его также. Асла там ему ставишь, кому там еще что-нибудь. Такая система. Ну и техника также. То же самое выбирай, что тебе нужно. Вот, тоже вот я пока здесь в подразделах разбираюсь, я не знаю еще конкретно, что здесь находится, но я единственное скажу, что в танках и пехота находится, и все. Ладно, с этим понятно. Так, значит, что хотелось бы попробовать сделать? С чем ходишь? А это что такое? Что это за... Расшифруй. Так, ну если примерно с нальчика взлетать. Так, ладно, давай придумаем ситуацию. Просто не надо там вот когда-то там что-то произошло, мы такие бравые герои. Не надо, просто наша задача нанести поражение расчетом вражеской артиллерии в указанном районе. Из-за меня там опять не видно нифига. Ну конечно. Все, вот я общую ситуацию написал. Да-да-да. Я, кстати, такую тему хотел себе как-то сделать. Мне было интересно тоже. Вот. Но все оказалось намного проще. Я курить бросил 3 года назад уже. Ну, уже 4-й год идет.
И мне не понадобилась эта штучка. Вот, я понял, что курение на меня влияло тоже. Так, наша задача нанести поражение расчетам вражеской артиллерии в указанном районе. Сюда же ее скопировать просто и все. Можно, допустим, сделать фотографию этой артиллерии. Не знаю, там... Ну, может без... Блять, хотя нахер. А как там? Как он туда попал на территорию Грузии? Нет, тут у нас указана позиция, нам вот, не знаю, есть же там диверсанты, да, какие-то в гражданской форме гуляют, а хоп-хоп, где-нибудь там сфотографировал, и все. Всякое бывает. Сейчас в основном так и делается. Сейчас уже не бегает вот так разведка в военной форме в кустах и там снимает где-то на территории страны. Сейчас все делается по-другому, наверное, я так предполагаю. Одевается чел в обычную одежду и все. Наверное. Просто привыкли, насмотрелись фильмов этих про разведку. И думаем, что ну да, может, если где прям война идет уже там в полях, в лесах, туда, потому что они бегают. А если где-то гражданская, ну, жизнь пройдет, да, допустим, там города, вот это все, ага, и будет там бегать чувак в военной форме в кустарнике. Поэтому, так, ладно, все, ну, примерно поняли, да, о чем миссия будет. Просто уничтожит расчет арты. Ну, конечно, ее будет охранять ПВО. А вот ПВО уже тут уже... ПВО разное может быть. Что тут сильно горы нет? Интересно. Ну да, дроны используются. Не, я про городскую тему. Не, если где-то боевая обстановка, где-то вот уже прям война идет, там, блядь, допустим, окопные войны, там, все такое, то да. А если обстановка именно городская, то, наверное, все-таки как вот, наверное, в штатном. Ой, вне штат. Как правильно это, блядь? Короче, не в военной форме. Сейчас дроны еще. Ну да, дроны тоже беспилотники. Ну. Американцам он не надо никуда суваться. Они он неплохо и с неба видят. Спутники вот эти, все, они же. Сейчас самое интересное, говорю, можно уже просто зайти в интернет и посмотреть, где какой дом, да? Не, военная разведка это как бы, ну, я имею в виду, что вот у нас, допустим, ситуация, город где-то, да, и в городе надо какой-то объект обнаружить. Просто на него пальцем тыкнуть, вот он здесь, да, и хоп, и наносит удар. Так не получится, надо же все равно этот объект как-то обнаружить. Я уж думаю, навряд ли в этом городе будет человек бегать в военной форме с биноклем, вот так вот, как разведчик. Так, я вот думаю, где мне здесь... Мне еще сегодня надо успеть босса какого-нибудь победить в Таркове. Я не знаю, успею, нет. Я еще с этим время рассчитываю. Что это за место? Что за Цхалтуба? Ладно, давай поставим самолет. Так, пока. Горячий старт со стоянки. Запуск на стоянке пускай будет. Игрок. Вот, и от него уже будем отталкиваться. Сейчас мне надо будет посмотреть. А как-то тут камеру... Ну, можно еще так посмотреть, допустим, если хочешь глянуть, что за место. Вот, допустим, вот это место.
Не, у нас будет не конкретно Грузия, мы будем просто объединенная группировка синяя и все. Чтобы не казалось, что я там что-то политическое создаю. Просто вот у нас дана территория и как бы, и объединенная группировка синих. В штатском, да. Угу. Так, разведка. Что за разведка? Нет, подожди. Какая нахрен разведка? Ты что мне делаешь? Блин, давай транспорт. Нет задач. Задачу им ставишь, допустим. Я думаю, что за хрень происходит? Смотри. Вот сюда же надо нажать. Вот сюда нажимаешь. И тогда выбираешь. Я вам показал, как я технику выбрать. Как я выбираю. Вот то же самое сейчас делаю. Сейчас выберу просто танк какой. Ну, допустим, Т-80 пускай будет. Вот я его поставил. И сейчас вот миссию запущу. Да, давайте ее сохраним сразу. Нет, подожди. Ну, ладно, время потом все это настроим, когда захотим. Папки, видите, нету для нее пока. Пока файл. Так, как бы ее назвать? Сейчас я посмотрю файл миссии. Ну, давай, ладно, сразу папку сделаем, чтобы потом не путаться. New Mission, да, пускай. Называется М1, М2 тогда. Вот так вот. Окей. Все, миссию я сохранил. Вот, теперь вот так загружаю, если надо. Нет, не пробовал. Да кого брать надо? Да я не любитель этих самолетов. Пролететься бы на раз и все так. Ну это не значит, что я на нем летать буду теперь. Я больше любитель штурмовиков. Так, ну вперед. Пойдем посмотрим. Сейчас я посмотрю территорию. Что это такое? В смысле? Да. А ничего, что я Су-25, блядь, ставил? Видать, что-то поменялось само по себе. Нет, вы не угадали. Я не хотел это. Что такое? Что-то я ставил самолет Грача за красную сторону. Какой-то разведывательный самолет поставил, американский, что ли. Еще раз. Угу. Там танк. Это... О, нифига себе, как я попал-то четко. Здесь можно что-нибудь, какой-нибудь объект уничтожить. Что за объект? Ну, допустим, задачу надо в городе. Это, блядь, промышленный район, да? 6-7 вертолетов в сумме из. Нифига ты набрал, блин.
Всю зарплату, наверное, спустил. Так-то они не бесплатны. А, поди они у тебя еще не в игре, а вообще есть. Фига ты крут. А что, есть аэродром свой даже? А площадка вертолетная где? Круто вообще. Или в игре все-таки? Не, ну кто у тебя знает, может у тебя свой личный военный аэродром. Блин, что он так размазывает? Это этот эффект, как он стоит. Есть эффект такой, он, короче, сфокусирует на одном, а остальное все мыло. Да я понял, я шучу. Блин, что, какой объект будем уничтожать? Здесь вот из этих. Ну, допустим, давай уничтожим вот этот завод или что это здание, вот это большое. Надо будет до него добраться. А, подожди. Нет, ни хрена. У нас же, блин, расчет арты. Блять. Не, давай тогда вот так сделаем. Описание маленько поменяем. Нанести удар по важному объекту. Нет. Нанести удар по объекту. Уничтожить объект. Вражеской территории. Какой объект, непонятно, да? Ну, какой-то. Какой-то. А, когда стоимость была? Ну, да, согласен. Если брать, то только по скидкам, а там, блядь, ценники бывают конские, ну. Ну, вот тут этот объект надо как-то поразить. К нему вот мы никак не можем обратиться. Но вот, допустим, даже триггер, если на него поставить. Ни хрена не произойдет. Ты только к юниту можешь прикрепить, все. То есть этот объект, он мертвый. Подожди. Линейка, режим мультивыбора. Так. О, можно статический объект добавить? Сам что-нибудь можешь добавить. Вот это нажимаешь, и здесь выбор идет так же, как вот технику ставишь, только статический объект уберешь. Вот, но у нас задача такая, нам надо сделать миссию вот именно на этот объект. Вот. Угу. Ну, понял. Ну, сейчас оно дороже стоит, конечно. Короче, можно сделать... Так вот. Создать триггер. Ну, я так предполагаю. Я как бы тоже осваиваю еще. Я эту тему тоже еще учусь. Проще всего, конечно, там какой-нибудь танк поразить. Назовем цель. Цель 1. Может, несколько целей будет. Как обмануть? Как вот мне проверить, что вот я уничтожил этот объект, да? То есть я
обозначен, он у меня никак не обозначен, просто триггер на него поставил. У меня имя ему никак не напишу, ничто не могу сделать, да? Я могу ему сюда юнита поставить. Сейчас попробуем. Либо другой объект в него воткнуть. Прям в текстуру. Ну, в нашем случае, если поставить юнита, то можно ракетами нанести удар, по идее, да? Вот здесь вот статические объекты. Я так понимаю, у них тоже есть какое-то здоровье. Ну-ка, допустим, склады. Сооружение. Интересно, оно разрушается? Животные. Нет, мы не живодер. Я пошутил, не надо. Все, пиздец. Сейчас такая табличка. Ах ты живодер, сука! Бан тебе! Животное хотел он здесь поставить. Ну и что за тупиление? Я не понял, что он затупил. Что у них вкладка не работает? Животные не нажимайте здесь. Все, ДКС не отвечает. Ладно, хоть Windows не удалил. Да. Эта игра еще для меня загадка, которую я отгадываю. Вкладка косячная. Перезапуск. Через диспетчер задач только смог, прикинь, снять процесс. Задачу снять. Все, она повисла намертво, нажал, животных называется. Сейчас перезапустим. Попробовать через объект в объект положить. Ну, всё. Только надо такой объект, который не просто там пушкой бы уничтожился, как боец, да? А, можно проверить, кстати, бомбы. Чтобы, допустим, конкретная бомба туда упала. Как проверку сделать. Как вариант. Да? Можно так. Ну, давай попробуем. Так, это не то. А нафиг там животные, мне интересно. На них тоже можно летать или ездить? Не, ну допустим, если здесь выбирать технику, танк, БМП, и ею даже управлять можно. Какой основной деятельность? Ну как? У меня работа 7 дней, я работаю 7 дней, я дома. Что за 7 дней мы не найдем время полетать ДКС или миссию создать? Тут миссии-то создаются, они же не как в армии, блин, сидишь там одну миссию неделю лепишь. Я сейчас в основном пока просто понимаю, пытаюсь понять, какие эти вообще миссии можно здесь создать, вот именно какие, потому что может что-то здесь, а вот это нельзя проверить, это нельзя. Мне вот моя задача сейчас понять, что здесь можно проверить, здание, вот, как вот его проверить, что ты его уничтожил. Задачу поставить не проблема, выполнить, допустим, выполнение ее тоже не проблема сделать.
Взлет с базы, возврат на базу, вот это все, озвучку, музыку, все. А вот само условие проверки этого здания, вот, что ты его уничтожил, вот в чем задача сейчас. Потому что каждый объект в редакторе имеет свое, должен иметь свое имя, вот. Но если здесь дана карта уже, ты же не обратишься, это уже к карте относится, а не к редактору твоему, вот этот объект. Максимум, что ты можешь с ним сделать, это, допустим, если здесь есть триггер, уничтожить все, что в триггере, допустим, да, и все. Ну да. Ну, у меня будет сейчас такой график, ну, я 5.5 работал, сейчас 7.7 будет. Ну. Перемены, да, сейчас тоже буду привыкать. Так, ну, давай пробовать. Че, на чем там остановился-то? На статическом объекте. Главное, животные не нажать. А то, блин. О, здесь у статических объектов тоже есть группировки синие, красные. Личный состав. Блять, он опять виснет, прикинь. Смотри, я нажал личный состав, у меня игра повисла. Короче, вообще в объекты не заходите, в статические. Вы тут жопа. Вон, видите, у меня игра опять повисла. Класс. О! А, это ты так открывала. Нифига себе. Развисло, повезло. Все, тогда открываем. Все нормально. А там-то вообще намертво село. Здесь-то я вот сейчас диспетчер задач нажал, он это в работу вошел. А там диспетчер задач нажал, не отвечает он. Так, и что это? Кто это вообще? Личный состав, корабельный специалист. Офицер старта, руководитель полета, техник. Да мне вообще пофиг, хоть кто. Оп. Сюда его поставили. И у него еще можно расширенные действия добавить. Основная задача. Все, что ли? Основная задача, больше нифига? Нет. Я думаю, этот парень не интересен. Пока. Я сейчас объясню, что мне нужно. Поведение надо ему дать. А как ему дашь поведение, если нельзя ему ничего поставить, кроме основной задачи? Что-то какая-то хрень. Так, ладно, тогда заходим сюда. Здесь пехоту сейчас поставлю. Пехота. Пехотинец со шваброй есть? Или с лопатой? Угу. Одни пулеметчики-то да гранатометчики. Ну давай, АК-74 пускай будет. Оп. Вот видите, здесь у него уже вот такая тема есть. Заходим вот сюда. Добавляем. И вот здесь у него есть вот настройка поведения. И ни хрена нету, да? Так, выполнить команду. Невидимый для противника. А, да, кстати, я могу его вообще невидимым сделать. Но опять же, тут вопрос в другом. А будет ли он видим для бомбы? Бомба ли его поразит, нет? Так. Ну. Тогда у того типа можно было основную задачу делать, ставить. Хорошо, ладно. Блин, вот тоже хрень вот это. Настроить опции поведения. Нажимаешь. Все, что ты можешь сделать. Рассредоточиться под огнем. Готовность, перехват, рубеж перехвата. Тип атакуемой цели, интервал в группе. Все.
А я думал, поведение это вести себя спокойно, там, допустим, не стрелять. Вот, для меня вот это понимание поведения. А тут, видите, летное понимание. Это для самолета поведение летчика, наверное. Так, ну ладно, ставим тогда основная задача стоять. Все. Все, вот он задачу стоять получил. Сейчас еще гляну, что еще. Вот я еще добавляю фоновые задачи. Тут еще, может, что-нибудь есть. Так, это тогда не надо. Выполнить команду. Тоже не то. Тогда, если вот это все, оно само удалилось. Если это, то. Ну и все, тогда достаточно. Что у него еще тут? Тут такой тип. Та-т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 а. Блядь. Уже боевик. Что и можно тебе сделать? В смысле, окраска. Во время пути. Все, что ли? А автомат можно у него убрать? Чтобы он хорошим дядькой был. Так, ладно, мне надо проверить, чтобы он был в текстуре, а не на крыше. Сейчас я посмотрю. Вне дороги. Фронт, клин, свой. Чё? В смысле свой? Типа он будет за меня? Давай посмотрим, где он появился. Прикольно. Не канает такая хрень. Блин. В объекта внутрь не попадешь, да? Видите, как здесь сделано? Это не как вот в Арме 3. В текстуре появляется. Здесь все продумано. Вне дороги. Так. Может, здесь что-то можно настроить? Так, ну скрыт на дисплеях, это понятно. А, скрыт на карте, скрыт в планировщике. Скрыт на карте-то нельзя, потому что он вообще с карты скроется тогда. Блять. Что это такое? А что у него высоты нету здесь? На какой высоте? Просто вот вне дороги вот это все ерунду ставишь. Все. Вне дороги, по дороге. Так, это... Скорость 0. Проще реально свой объект где-нибудь поставить, да? Чем понять, как этот объект. Вот здесь как раз бы я его в текстуру воткнул, да, но не получится. Он либо на земле появляется, либо... Вот еще момент, если его на карте скрыть. Нет, он скроется полностью, его он тогда будет неуязвим. Такой момент. Так, ладно, не подходит боец. Боец не подходит. Можно единственное сюда положить что-нибудь. Блин, ну я опять рискую, что у меня это Ctrl-Дельта придется нажимать Delete. Просто есть статический объект. Загрузы. О, контейнер можно поставить, да?
Ну-ка. Оп. Если контейнер положить. Так, скрыть планировщики, скрыть на дисплее. Может быть грузом? Нет. Все, ну да, посмотрим. И где он, блин? Не видно его. Так, я пообедать и поеду снимать фигню. Кого снимать поешь? Ну, приятного, как бы, в смысле снимать фигню. Ну, вот он, объект есть. Но вот он уничтожается ли он? Полная информация. Вот как. Короче, можно на аэродроме ставить, типа, как это, заряжаться от него, что ли. Все, я понял. Почему фигню? Может, она полезна? Почему фигню? Когда-то бросил цигарки, стал... Ну да, я тоже. Я тоже. Блять, это какой-то квест. Прикол в том, что не проверить даже, блин, уничтожается он, нет. То надо брать и бомбить его. Предпросмотр бы. Ну как, надо лететь на самолете, бить по нему. Ну, давайте попробуем одну штуку сделать хитрую. И все, и на этом стрим завершим. Просто проверим. Так. Фишка в том, что у него... вот имя, статик. Вот к нему можно обратиться по этому имени. Сейчас посмотрим. Допустим, объект уничтожен. Да, вот. Значит, работает, должно сработать. Что я сейчас сделаю? Я сейчас самолет просто там запущу в воздухе. Так, что ему дать? Давай нары попробуем. Понятное дело, условия будут на фабы. Ой. В этой миссии. Но надо проверить, будет ли он уничтожаться объект. Так, добавить ППМ. Вот сюда. Да ты задолбал. Тут еще с этой штукой тренируюсь. Вот, а в условии пока чисто на уничтожение объекта.
И вообще смогу ли я его уничтожить? Вот в чем суть. Ну или объект поврежден, пускай будет, да? Объект поврежден, и здесь текст. Сейчас проверим, получает ли он ну, ущерб вообще этот объект. И где он там? Почему-то я его не увидел. Где он поставился-то? Ну, боец на крыше поставился, а этот объект не понял, где он. И на него переключиться нельзя, как на юниты. Он его не показывает. А, слушай, может там через определенную клавишу можно просто на объекты переключаться еще. Так, где эта тема? Ура! 5 секунд. Ну, пробуем. Че тупим? Трекер тупанул. Вот оно, это здание. Сейчас попробую по нему ударить. А вон, по-моему, по центру находится объект этот. Он даже загорелся. Ура. Да, работает. Все нормально. Ну и все. И тут можно условия создать. Если, конечно, они не убрали опять эту тему. Они же у нас могут это сделать, разработчики. Они уже тут много чего поубирали со своими великими обновлениями. Где у нас триггер? Допустим, создать триггер. Это сейчас финальная тема. Миссию будем делать уже потом. Сегодня так, нюансы некоторые тут показал еще. Который сам осваиваю. Цель 1, допустим. Вот. И вот здесь триггеры. Бомба в зоне. И вот здесь выбираем, какую бомбу. И все бомбы здесь. Ну, допустим, вооружим самолет. Пабом 500, да? А вот как вот они выглядят у самолета, на котором я буду летать? Они были, что ли? А вот они, наверное, офап. Не оно. Вот они пошли. Вот эти. ФАП 500 М62. Да? Количество бомб 2. Зона, цель 1. То есть вот эти бомбы должны оказаться в зоне. Мы производим сброс. Вот. Первая задача нам дает. Так, допустим. Текст опять где тут? Текст 7.
Сброс выполнен. 5 секунд задержки. Вот, затем создается клон и добавляется условие еще одно проверки. Объект поврежден. Проверка на вот этот. Задержка идет где-то секунд 10 уже. Цель поражена. Цель поражена. Задача выполнена. Выполнена. Возвращайтесь, допустим, на базу. Табличка будет, наверное, секунд 30 висеть. Ну и все. Так, это закрываем. И сейчас проверим. Сейчас я FAP 500 повешу и попробую сбросить. Посмотрим, как сработает. То есть миссия будет такая: долететь до сюда. Да, конечно, по пути могут быть авиации. Кстати, вражеская, наверное, сделаю. Вот. Нам встретиться тоже. Это будет вообще сложно, конечно. Ну или вертолеты какие-нибудь сделаю. Посмотрим. Чисто, чтобы играбельно было. Я понимаю, тут можно понаставить кучу. Так, где мой самолет? Блин. Верните мой самолет. Добавить. Нет, подожди, вот так сейчас сделаем. Ага, спалился. Переехал, называется он. Ага. Не надо. Так, ППМ. Угу. Ну и сейчас попробую фабы 500 на него поставить. И посмотрим, сработает ли условие. То есть здесь две проверки. Вот этот контейнер, что типа как бы что-то там уничтожилось, повредилось. Или можно вообще даже чисто проверку сделать на фаб. Этого достаточно будет, что фаб твои попали в цель. Ну, логично, если они попадут, они ее поразят. Либо повреждят, либо уничтожат, да? Как бы. Так, переключаемся на бомбы. Должны две бомбы туда отработать. Где-то здание это будет. А вон я его вижу. Оп. Всё. Сброс. Готовлю сброс.
Сброс выполнен, пишет. А вот цель, по-моему, ни хрена. Мимо все, блядь. Ну да, мимо. Цель-то мы поразили, фабы у меня, они разлетелись все нафиг. Ну, проверка на сброс идет. Ну, то есть можно задачу, допустим, сделать просто, чтобы тебе сбросить туда бомбы. А там уже как получится. Ну, то есть добрался, сброс выполнил и ушел. Почему бы и нет, да? Как это так, контейнер не поразился, а? Непорядок. Или поразился? Макс, привет. Сейчас еще раз. Блин, из-за дыма не видать. В общем, можно мой, да, какую-нибудь хитрость сделать, то есть не по технике ударить, а по объекту, именно гражданскому. Сука. И главное, все рядом, да, вокруг него. Ты какой вредный, блядь, и фаб в него не залетел. И пушка его не отработает, суку такую. Где-то здесь еще танк тусуется. Все, что ли, это максимум, весь прицел. Ай, не та крыша. Блять, там такое же здание стоит, путает. Не, ну для меня что-то это новое. На крыше и контейнеры уничтожать. Интересно, интересно. Вообще, по идее, фабами надо было его ликвидировать. А как видите, даже это здание не уничтожается здесь. Вот фабы вроде рядом взорвались, а здание целое осталось. Текстура именно. Поэтому здесь не получится и проверку на уничтожение его сделать. Все, поразил. Сейчас условия будут выполнены. Нет, прикинь. Значит, косяк у меня в этом вправили. Условия некорректные, скорее всего, текста нету. Так, пойдем посмотрим. Первый это сброс сделался. То есть сброс-то проверился, нормально все. Так, вот этот триггер, значит, он работает, сброс выполнен. А здесь что не так? Короче, тут уже не получится такая вот штука. Я так понимаю. Так, объект поврежден. Ты. Я имею в виду, здесь уже по-другому надо условия делать. То есть здесь вот здесь и здесь, чтобы вот эта тема нельзя, чтобы она повторялась. Я так понимаю. А еще видите, логику команд, тут как они тут правильно работают, еще изучаю. Вот в армии, почему сравнивать, потому что в армии там в основном редактор сидел. Третий, блин.
Там условие такое, ты можешь создать несколько триггеров и создать одинаковые условия. Просто в триггерах написать разные таймеры срабатывания этих триггеров, допустим, и все. А условия сработают и тот, и тот, и тот, и тот. Они все одновременно сработают, но при этом просто один кто-то раньше, другой позже, и другой еще позже. Вот. А здесь почему-то такая тема не работает. То есть здесь, если, допустим, вот это условие здесь есть, а вот здесь его уже нельзя использовать. Значит, что можно использовать здесь? Флаг. Использовать флаг. Здесь создаем. Установи значение 1.1. А здесь создаем активацию этого флага и все. То есть проверка. И при этом идет проверка, что объект поврежден, допустим. Ну, насчет повреждения объекта, конечно, этого мимо здесь ставить. Только на сброс бомб, наверное. Ну, ладно, это мы потом уже подкорректируем. Сейчас задача просто корректные условия сделать для проверки. И все. А так, для миссии лучше, конечно, сделать проверку именно сброса бомб. Все, больше ничего не надо. Потому что с объектом будет лажа. Фабы его не берут. Это надо прям в него бомбой попасть, блин. А у них бомб все равно разброс-то идет. Сейчас попробуем бомбы поменьше 250 использовать. Так, где эта хрень? Значение флага true. Вот, флаг 1, все. Теперь объект поврежден. Нет, вот здесь. Попробуем фабы использовать 250. Количество бомб. 2 обязательно должны уйти. Вот. Значит, сейчас какая идет проверка? Я сейчас выставлю себе 250 фабы. Моя задача сбросить на это здание эти фабы. Пройдет проверка. Сброс выполнен. Затем даем игре понять, что есть значение вот это 1. И здесь в следующем триггере условия уже, чтобы значение вот это 1, ну типа как сработал тот триггер. И еще одна проверка, кстати, вот это должно быть вверху. Вот. И проверка, что объект поврежден. То есть так вот. На всякий случай это уже так бонусом для объекта. Фабы. Ой, фабы, блять, уже зафабился весь. Нары возьму. Можно сделать, допустим, вот колонна у нас, и конкретно в колонне что-то уничтожить. Не обязательно там всю колонну. Можно там грузовики какие-то особенные, или ПВО чисто в колонне уничтожить. То есть такую тему сделать. Также, допустим, отряд солдат, ну, понятно, самолетом уничтожить солдат, это пипец. Но даже такую мелочь ты можешь сделать, там, чисто пулеметчика, допустим, убить. Такую тему. Так, ладно. Но в колонии можно конкретную, да, технику сделать. Вот задача у вас. Грузовики спалить, снабжение. Все. Остальное вообще похер. Может такое? Может. Давайте даже вот так вот тест сделаем. Меня уберем. Потому что все вот тексты срабатывают вот именно там, где я, блин, на вебке. Так, сейчас надо будет навестись. Что это? Две бомбы. Так, 250 же. Да, они маленькие. Скоро сбросим. Готовится сброс.
Эта шкала уходит, когда влево. Чем ближе, тем уже... Блять, чуть левее взял, не знаю. Сейчас мимо вообще. Тут надо, чтобы врезку было. Рядом. В этот раз вообще условие не сработало. То есть бомбы пошли мимо. Либо это не тот тип бомб был. Ну-ка, пойдем смотреть. Хотя, ну-ка, давай посмотрим, может. Да нет, через 5 секунд бы оно сработало. Значит, не та проверка. Ну-ка. АБ 250. Так, а подожди у меня. Ай, блядь. Все, это надо на сегодня уже завязывать, этот редактор. Фигню уже делаю. АБ-то не поменял я. Условие на 250 стоит, а я на 500 кидаю. Чего? Как понять? На цель нельзя развить вида настроить, чтобы конкретный вид был привязан к тому или иному объекту. Блять, что я не понял твой вопрос. А зачем привязывать? К этому объекту, который вот сейчас я пытаюсь уничтожить, у него даже названия нету. Это статический. Блять, что? Это статический объект на карте. Вот. А ящик. Это уже я поставил. Как бы. То есть мы сейчас пробуем выполнять условия уничтожения гражданской темы всякой, заводы там и все такое, но при этом чтобы проверка. Я хочу просто попробовать, какие условия для этого больше подойдут. Проверка чисто на сброс бомб. У тебя задача прилететь, просто бомбы сбросить. Ну логично, если бомбы туда прилетят, то они уничтожат цель, уничтожат. Вот. Либо конкретно на повреждение объекта. Вот. Ну сейчас я просто ФАБ 250 тут сейчас посмотрю, может они точнее. Чё он? Блять. Думал и надумал. Я просто хотел маленько поточнее. Нет, я вообще... Не, ну сброс-то выполнен. Ну задание это... Сброс выполнен, видите, можно вот такой сброс выполнить, триггер сработает. Но задача-то, объекту-то вообще насрать. И получается, вообще в другой дом попал. А бомбы твои через триггер пролетели. Поэтому идет проверка именно еще на повреждение объекта. Вот. Можно что-то маленькое поставить туда. Не обязательно этот ящик. Что может от бомбы хорошо сделать? Так триггера он... смотри, я тебе еще раз говорю. Сейчас, подожди, мы сделаем эту тему. Этому зданию имя как ты дашь? Можно триггеры, все это проверку сделать, но если у здания есть, если у объекта есть имя, а у нас нет у него имени, куда ты это имя, как ты ему имя дашь этому объекту? Вот мне, вот, допустим, надо на карте вот это здание проверить, что я нанес удар по нему. Вот, обычно это проверяется через имена или группы здесь в игре. Где? Вот туда. Проблема вот именно в том, что мы к нему обратиться не можем. Вот что.
Поэтому приходится обманывать эту ситуацию. Все, вот он загорелся, как бы. Можно сделать еще одну тему хитрую. Сейчас я покажу. Уже прям финальную тему. Вот, видите? Цель поражена. Вот. Но контейнера одного мало, потому что в него сложно попасть. Точнее, игроку не надо в него попадать. Это просто хитрая тема такая. Он как проверка будет для этого здания. Да, вот ты правильно вот сейчас написал. Здание, просто часть карты не имеет классификацию вражеского объекта. Да, да, в некоторых играх оно имеет. Да, ты можешь обратиться по координатам, допустим, да, к этому зданию. Вот, а здесь вот, ну не знаю, может все-таки можно как-то. Я просто еще не дошел до этого уровня знаний. Что вот это за назначить? Что это? Ну-ка вот правой кнопкой мыши нажимаем. Что это? Вот, смотри. Вот. Что-то есть. Стой. Так, подожди. Что это я назначил? Так, это не надо. Вот, смотри. Интересная тема получается. Ну-ка, давай удалим. И вот эту хрень. Что такое назначить? Ну-ка. Хоп. Назначить. Ну вот, пожалуйста. Вот тебе объект. Вот тебе имя. Получается так, что ли? Правая кнопка мыши нажал. Да. Я пытался проверить именно, что здание это повреждено. Так, ну давай вот эту тему посмотрим. Имя. Колонка. Роллы. Валу. Объекты D. Name. Триггерная зона, я так понимаю, это уже и будет у нас как... Мы ему присвоили объекту, получается. Ну-ка добавить, что тут можно добавить. Так, это не надо. Вот, у нас, ну, как бы триггер создался, но я не знаю, что-то это поменяет, нет? Ну подожди, нет. Еще не факт. Потому что вот этот name, он здесь. А объект id есть у объекта, вот. И то объекта есть. А если, допустим, не и так что-нибудь. Здесь можно значение поменять или он? Дом. Подожди. Миша его нет. Здесь-то мы его не видим. Даже триггера этого не видать. Ну-ка, может здесь какая-нибудь тема есть. Объект уничтожен. Если работать чисто вот этим, как я работаю, то... Ну-ка, подожди, а вот эти что за параметры? Активная индикация. Нет, тут так не сделаешь. Это надо уже на скрипты, наверное, переходить и там это проверять. Здесь вот у тебя конкретно объект уничтожен. И надо прям название объекта. Какую документацию? Ну да. Здесь тебе, конечно... Ты видел хоть раз документации прям по редактору? В основном редакторы не изучаются. Тут целый материал надо. Ты что? Ты так просто не прочитаешь. Какую роль? В смысле роль добавить? Куда роль?
Нам надо обозначить как-то это здание, вот, допустим. А роль ты ему не добавишь. Как ты ему добавишь роль? Так, это триггер бесполезно. Вот этому зданию как ты роль добавишь? Ну ты вот он его назначает как бы через триггер получается. Но фишка в том, то, что этот триггер, ты к нему не обратишься через проверку обычных триггеров. Только если где-то может через скрипт как-то что-то делать здесь. Может быть. Поэтому, чтобы не заниматься надо просто сделать проще все. Ну и что? Кого роль добавить? Ну давай попробуем. Давай. Ты имеешь в виду вот это? Ну-ка, давай попробуем. Привет. Давай. Он видит только мой контейнер. Не, ну посмотри, я тебе говорю. Я просто объясняю, как проще это сделать. Я тоже здесь еще особо не ковырялся. Прям в супер этих командах нахер оно надо. Это уже все, это ты прям туда окунешься и будешь сидеть тут неделями. Нет, у меня задача не такая. Тем более я не часто эти здания собираюсь. Вот комиссию сейчас пробую. Короче, как можно еще раз фишку сделать? Разместить несколько вот этих контейнеров. Присвоить имена какие-нибудь. Допустим. А1. Ну пускай 3 будет, похер вообще. Главное, чтобы были все так. 4. 5. 6. 7. 8. Если бомбы попадут туда, куда надо, то здесь условие будет такое. Объект не жив, конечно. Объект поврежден. Вот он тебе перечисляет. А1. Вот. Делаем вот так. Сколько там у нас получается? 3, 3, 8, да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между ними или не обязательно там могут ящики быть. Любой объект, там, не знаю. Если здесь есть там банка пива, блядь, как в Таркове, да, там какие-нибудь бутылки. Главное, чтобы они поражались, эти объекты. И все. И все, если какой-нибудь из этих объектов, правда, имена тут надо поменять. Вот это 2. Это 3. 4, 5. Ну и все. Так, это не спустим. Так, а здесь у нас идет проверка бомбы в зоне. Там 252 штуки. Зона. Зона сбросилась. Надо зону сейчас поставить обратно. Сейчас в зону поставлю. Блин.
можно зону поставить, так это все убрать отсюда. А триггер назвать. Вот в этом она полезна будет. Я понял ее пользу этой хрени. Так, бомба в зоне. 2 штуки в цель 1. Все, и здесь сброс выполнен. Все готово. Вместо этих объектов могут быть любые, я не знаю, какие тут есть у них еще. Обязательно грузы. Может, у них что-то маленькое тут есть. Я пробовал юнитов поставить, но юниты, они, блин, их видно, человечки стоят. Как бы... Ну, знает, что лучше здесь сделать. Ну, мы учимся, что. Личный состав, вот тут палубное оборудование, всякой объекты морского шелл, сооружения, склады. Вот. Ладно, пока этого достаточно. Все, давай проверим. Еще раз сброс сделаю. Сейчас надо бомбу поставить. Все, какая-нибудь из этих, какой-то ящик из этих же все равно уничтожится. Либо загорится, если бомбы попадут туда, куда надо. А если промажут, ну это уже как бы косяк, не это уже косяк пилота. Главное, чтобы у самолета были бомбы. Да, кстати, в миссии обязательно условия должны быть указаны. Что обязательно выполнить бомбардировку бомбами ФАБ-250. Потому что условия на них. Ну так документация. Ну изучи. Попробуй. Если бы я хотел бы тут какие-то шедевры делать. Может быть. А так. Ну, если понадобится, мне документацию использую. У него, допустим, не хочется голову ломать этой хрени. Поэтому я показываю основные вещи, которые может любой человек. Вот он зашел, сейчас поиграл, понравилась ему игра, все, захотел что-нибудь свое сделать. Все элементарно. Чисто из-за того, чтобы из-за какого-то здания сейчас всю документацию изучать, да нахер оно надо. Не, ну если ты найдешь именно в документацию вот этот именно пункт с объектом, то это классно, можно изучить. А так это, поверь, тут редактор, он обширный, ты заколебайся там все это изучать. Это не так все просто. Уже как-то один редактор изучали, знаем. Там даже документации мало, там надо все, и ролики, и все там. Не так все просто. Да не так все просто. Единственное, можно посмотреть в интернете, как тут к объекту обращаться, и все. Так-то тут ничего сложного нет. Все остальное, все нормально, да? Я имею в виду, все доступно. Вперед. Оп. Все, сброс пошел. Пожалуйста, все условия выполнены, по идее. Сейчас проверим. Ну, тебе сразу выдал, цель поражена, короче. Даже то условие не проверялось. Вот задача сделана. Поэтому можно так сделать. Ну... Не, ну ты имеешь в виду просто атаку выполнить и все. Так это так же ты проверку фабами делаешь. А что я... Это то же самое, по идее. Просто здесь условие у нас стоит именно фабы и все. Суть та же.
Ну, как-то так это все работает. Ладно, все, давайте пока на сегодня с этим пока все. Достаточно информации. Все, вот эту миссию мы будем делать в следующий раз. Уже прям с нее начнем, наделаем. Ну, там придумаем охрану. Вылет, аэродром надо назначить. Не знаю, может тот же аэродром, откуда изначально был самолет. Там, если что. Давай, Костя, удачи. Так сказать, чтобы все у тебя было хорошо со здоровьем. Самое главное, остальное все будет. Ладно, увидимся в Таркове тогда через... Там немного времени, потому что уже поздно. Так что осваивайте, изучайте. Я тоже учусь. Я как бы вот то, что немного знаю, я чисто логически, некоторые моменты логически делаю, а некоторые моменты, вот, что знаю, тем делюсь. Вот, а так тоже познаю, узнаю что-то. Просто конкретные там, допустим, чисто вот эти миссии, там уничтожить колонну, поразить расчет артиллерии, уничтожить самолет. Как бы проверку несложно сделать. Что ты уничтожил там самолет или поразил там танк. Это несложно делать. Сложно, вот я говорю, с объектом надо понять. Потому что бывает же, допустим, вот хочешь миссию сделать, в город прилетел, здание какое-нибудь поразить. Ну, если смотреть в сооружениях, там нету таких зданий. Там какая-то вышка, мостик, какая-то ерунда всякая, блядь. Вот. А ты вот хочешь конкретно, допустим, вот завод там, нифига завод, прям вдруг там какие-нибудь дроны они хранят, да, ты хочешь нанести удар по ним. Я понимаю, сейчас у нас все это ракетами баллистическими уничтожается в наше время, все, но это игра, это геймплей, самолетом все равно можно тоже поразить цели. Да почему? Авиация же тоже поражает цели как бы, в городах, я имею в виду, если есть цели завода какие-то. Вот. Найти этот завод там не проблема на картах, как вы видите, там много есть заводы, все. Проблема именно проверку устроить, что ты нанес удар по этому заводу. Мы не можем этот завод уничтожить, как видите, он не уничтожается. Это мертвый объект. То есть ты можешь уничтожить танк, солдата, самолет, может сооружение, которое ты сам поставишь. Это вот оно уничтожается. Все, что в редакторе не ставится, стоит на карте, оно не уничтожается, я так понял. То есть я вот сейчас по зданию сработал фабами, а ему вообще плевать. Вот эти, которые ящики я расставил на крыше, они все загорелись, большая часть. А этому зданию вообще насрать. Вот, поэтому не вижу смысла проверку искать уничтожение этого здания. Достаточно просто сделать правильное описание, допустим, для миссии, что игроку нужно сделать. Допустим, добраться до места назначения, поразить фабами эту цель и вернуться на базу. Все. То есть ты прилетаешь, просто сбрасываешь фабы, тебе миссия дает понять. Сброс выполнен, да? Ну и мелкую какую-нибудь проверку, что там же объект какой-нибудь все равно загорится, вот эти, которые я поставил маленькие. Все, потому что, блядь, можно вообще от балды скинуть эти бомбы, они у тебя улетят вообще в лес куда-нибудь, но зато через этот триггер и задача будет сделана, да? Ну вот как у меня, вот сейчас полет-то был недавно. Фабы были сброшены, но они пролетают через это здание и летят вообще в угол города, блядь. Но это уже вообще полный пипец. Так что вот такие моменты надо учесть, и все. А так это все херня, ничего сложного там. Ну ладно, все. Тогда в ДКС сегодня достаточно инфы. Кому интересно, как бы изучайте. Все, не прощаемся, увидимся в Таркове.